Нуар – никчемный мальчишка, который потерял работу и решил исследовать подземелье, чтобы пробудить свою силу и стать сильнейшим в мире. Все началось с того, что Нуар, третий сын барона, решил начать работать вместо того, чтобы продолжать учебу после окончания средней школы. Готовясь к своему первому рабочему дню, он входит в гостиную и обнаруживает своего отца на коленях, а мать выглядит обеспокоенной. Нуар узнает, что сын виконта занял его должность, и он больше не будет работать в библиотеке. После инцидента с потерей работы Нуар обнаруживает, что принадлежит к классу баронетов, одному из самых низких социальных статусов. Как раз в этот момент появляется его сестра, разъяренная тем, что с ним случилось, и обнимает его. Она предлагает Нуару поступить в Академию героев, заверяя его, что поддержит его, даже если он потерпит неудачу. Она объясняет, что те, кто заканчивает Академию, имеют возможность стать охотниками или рыцарями, что обеспечит ему стабильное будущее. Несмотря на его сомнения относительно сдачи вступительных экзаменов, его сестра настойчиво убеждает его поступить, и в конце концов Нуар соглашается. Позже, когда Нуар прогуливается по улице, он встречает Эмму, дочь герцога и своего друга детства. Хотя Эмма происходит из богатой семьи, их родители были близкими друзьями, так что они знали друг друга с детства. Эмма взволнованно делится тем, что сегодняшний день станет для нее великим днем в качестве библиотекаря вместе с Нуаром. Когда Нуар объясняет, что он не будет работать в библиотеке из-за вмешательства сына виконта, Эмма становится глубоко разочарованной, так как она с нетерпением ждала возможности работать вместе с ним. Она даже планировала поделиться хорошими новостями об уникальной способности Нуара. Заинтригованный Нуар рассказывает, что он обладает силой великого мудреца. Эта экстраординарная способность позволяет ему призвать старика, обладающего обширными знаниями о мире, что делает его одной из самых необычных способностей. Он упоминает, что его родители были вне себя от радости, когда обнаружили его способности в церкви. Однако Нуар признает, что он не часто использует свою силу, потому что всякий раз, когда он задает вопрос великому мудрецу, у него начинаются мучительные головные боли. Даже простые вопросы, такие как «будет ли день дождливым или солнечным», приводят к этим мучительным мигреням. Услышав это, Эмма делится информацией, которую она вычитала в книге. В ней говорится, что когда последний великий мудрец испытал эти ужасные головные боли, он собрал все свои силы и призвал великого мудреца. Появляется старик, и Нуар спрашивает о наилучшем способе укрепить себя и сдать вступительный экзамен в Академию героев. Мудрец советует ему исследовать скрытое подземелье, расположенное в 15 тысячах метрах к юго-востоку. Как только мудрец начинает рассказывать больше подробностей о подземелье, заклинание внезапно заканчивается, и мудрец исчезает. Нуар снова начинает страдать от головных болей. В смене сцены Нуар показан стоящим у входа в пещеру, полностью экипированным для своей миссии. Он даже позаимствовал меч своего отца. Исследуя глубже, он натыкается на большую дверь и успешно открывает ее, используя заклинание, которым поделился с ним мудрец. Исследуя дальше, он натыкается на закованную в цепи женщину, которая привела его в зал. Используя свои телепатические способности, она просит Нуара прикоснуться к ее голове. Когда он это делает, он устанавливает с ней связь и узнает, что ее зовут Оливия Серванте. Оливия рассказывает, что она заперта в подземелье, потому что вошла туда одна и столкнулась с монстром. Когда она убила монстра, сработала ловушка, в результате чего она была заключена в тюрьму на последние 200 лет. Нуар поражена историей Оливии и хочет освободить ее. Однако она предупреждает его, чтобы он не пытался это сделать, так как цепи, сковывающие ее, особенные, и перерезание их приведет к ее смерти. Несмотря на свое положение, Оливия объясняет, что она привела Нуара к себе, потому что чувствовала себя невероятно одинокой и хотела с кем-нибудь поговорить. Затем она просит Нуара прижаться своим лбом к ее лбу, намереваясь передать ему все свои силы, поскольку она не может использовать их, будучи прикованной. После передачи своих способностей Нуару, Оливия говорит ему, что теперь он может называть ее своей учительницей. Она объясняет, что, обладая этими новообретенными способностями, он обладает способностью создавать уникальные способности и передавать их другим с помощью созданных им предметов. Кроме того, Нуар обладает навыком редактирования, который позволяет ему изменять свои собственные способности или способности других людей. Однако Оливия предупреждает Нуара о важности осторожного использования его способностей. Чтобы использовать свои способности, у него должны быть очки жизни или LP. Чем мощнее способность, тем больше LP она потребляет. Оливия объясняет, что Нуар может зарабатывать жизненные очки, занимаясь деятельностью, которая приносит ему огромное удовольствие. Например, удовлетворяя свои плотские желания с кем-то, кому он испытывает влечение, наслаждаясь вкусной или роскошной едой, или накапливая и тратя деньги. Оливия учит Нуара, как проверить оставшуюся у него пластинку и как использовать его способность к творчеству. Нуар успешно создает свой первый объект, учась стрелять каменными пулями, конденсируя пыль в воздухе. Однако напряжение истощает его, и он понимает, что ему нужно найти способ пополнить свои жизненные очки.
В смене сцены Нуар показан лежащим на ногах своей сестры, где он просит ее обнять, и в результате его LP увеличивается. На следующий день Нуар встречает девушку по имени Эмма в парке и просит ее обнять, чтобы продолжить увеличивать свои жизненные очки. Это вызывает воспоминания о том, как Нуар попросил Оливию научить его заклинанию, чтобы сдать экзамен в академию. Оливия демонстрирует силу аналитического взгляда, а Нуар проверяет это, изучая способности Эммы. Во время их разговора Эмма упоминает, что у нее болит шея из-за большого размера сердца. Воспользовавшись возможностью испытать свою творческую силу, Нуар уменьшает размер ее сердца. Однако Эмма недовольна этим изменением и просит его вернуть им первоначальный размер. Нуар должен использовать свои возможности редактирования, чтобы отменить изменения, и он испытывает угрызение совести из-за того, что потратил впустую свою драгоценную пластинку. Нуар оказывается в свой первый день в Академии Героев. Он понимает, что окружен мужчинами и виконтами, которые смотрят на него свысока, потому что он всего лишь баронет. В результате никто не хочет объединяться с ним для выполнения первой миссии, которая включает в себя сбор материалов для монстров. Чувствуя себя опечаленным и подвергнутым остракизму, Нуар удивляется, когда приходит Эмма и предлагает стать его товарищем по команде. Она рассказывает, что уволилась с работы в библиотеке, чтобы присоединиться к нему в Академии Героев. Вскоре после этого девушка по имени Леонора Блант также выражает желание объединиться с ними, хотя она по-прежнему презирает Нуара из-за его более низкого социального статуса. Профессор сообщает студентам, что у них есть время до утра, чтобы доставить материалы о монстре. Другие студенты планируют устроить ловушку, купив материалы, что даст преимущество богатым студентам. Леонора предлагает, чтобы они работали отдельно, но Нуару приходит в голову идея. Он предлагает им вернуться в подземелье и собрать материалы, победив различных монстров, найденных внутри. При смене сцены Нуар сталкивается с мертвым жнецом, одним из самых могущественных монстров с 99 уровнем, в то время как у Нуара всего 23 уровень. Мертвый жнец атакует Нуара косой, и Нуар пытается использовать свои силы, но понимает, что у него недостаточно LP для этого. Используя слабую силу, чтобы на мгновение остановить мертвого жнеца, Нуар чувствует, что его силы иссякают, и падает на колени. Однако из последних сил ему удается создать каменную пулю, которая пронзает грудь мертвого жнеца, побеждая его. Эта победа повышает уровень Нуара до 33. На следующий день профессор собирается объявить 3 лучшие команды вступительного экзамена. Нуар вспоминает, как спросил мастера Оливию, достаточно ли было убить мертвого жнеца, чтобы пройти тест, и она подтвердила, что так оно и было. Профессор называет имена команд, занявших 2 и 3 места, прежде чем наконец объявить, что группа Нуара выиграла тест, набрав в 10 раз больше очков, чем 2 место команды. Нуар, Эмма и Леонора поражены своей неожиданной победой и значительным преимуществом, которого они добились. Профессор объясняет, что доставив череп мертвого жнеца, они не только сдали экзамен, но и вошли в историю Академии. Семья Нуара поначалу очень взволнована известием о его победе на вступительных экзаменах. Однако их радость угасает, когда они видят высокую стоимость обучения в школе, которая составляет 300 тысяч реалов. Нуар выражает свою неуверенность в том, как они смогут себе это позволить. В смене сцены Нуар посещает свою учительницу в подземелье, чтобы сообщить ей о плате за обучение. Мастер Оливия предполагает, что он мог бы зарабатывать деньги, убивая монстров в подземелье и продавая их материалы. Нуар колеблется, не желая привлекать к себе больше внимания после инцидента во время экзамена в Академию. Он вспоминает, как просил Леонору приписать себе победу над мертвым жнецом, поскольку дочери графа было бы легче получить признание, чем простому баронету, такому как он сам, которого часто называют мусором. Нуар поделился со своим учителем тем, что он позволил однокласснику присвоить себе всю ответственность за его действия. Мастер Оливия отвечает, что в этой ситуации есть только один способ заработать деньги – вступить в гильдию авантюристов. Позже Нуар прибывает в замок, чтобы зарегистрироваться в гильдии и знакомиться с Лолой, администратором. Лола рассказывает о различных типах авантюристов, включая тех, кто собирает натуральные экстракты, тех, кто убивает монстров, и тех, кто исследует подземелья. Эти авантюристы делятся на ранги, которые определяют миссии, которые они выполняют, и количество денег, которые они зарабатывают. Лола уверяет Нуара, что если он хорошо справится, то сможет продвинуться в звании. Она дает ему лист для записи его способностей, но Нуар нервничает. Лола заверяет его, что информация, которую он предоставит, останется засекреченной внутри гильдии. Нуар очарован приятным ароматом Лолы. Однако Лола подозревает, что он лжет о своих способностях. Она рассказывает, что гильдия, в которой они состоят, называется Один, та же самая гильдия, которой принадлежала Оливия Серван. Нуар, не в силах сдержать своего волнения, спрашивает, имеет ли Лола в виду его хозяина. Тут же сожалеет о своей вспышке гнева,
потому что Лола объясняет, что время от времени появляются самозванцы, претендующие на роль преемников Оливии. Чтобы проверить утверждение Нуара, Лола достает книгу. Она объясняет, что если он говорит правду, то все его способности будут описаны в книге. Лола просит Нуара положить руку на книгу. Почувствовав уверенность, Нуар предлагает Лале заключить пари. Он предполагает, что если его способности записаны в книге, Лола должна поднять нижнюю часть и извиниться перед ним. К их удивлению, Лола понимает, что Нуар действительно является истинным преемником Оливии, когда она видит его способности, описанные в книге. Лола выполняет свое обещание Нуару и приподнимает нижнюю часть своей юбки в рамках их пари. Это неожиданное зрелище возбуждает Нуара и увеличивает его шансы на успех. После этого Нуар говорит Лале, что ему нужно заработать 300 тысяч реалов в течение недели, чтобы оплатить свое обучение. Лола поручает ему миссию по ловле радужных кузнечиков. Нуар колеблется, так как известно, поймать этих насекомых довольно сложно. Однако Лола успокаивает его, выражая уверенность в его способностях и заверяя, что он легко справится с поставленной задачей. Подбадривая его, Лола подходит к Нуару и шепчет ему, что компетентные мужчины очень привлекательны для нее. Нуар отправляется на задание и размышляет, не следует ли ему призвать мудреца, чтобы тот помог ему найти ближайших радужных кузнечиков, несмотря на потенциальную сильную головную боль, которую это ему причиняет. Он признает, что присутствие рядом его подруги Эммы, которая могла бы поцеловать его, могло бы облегчить боль, но он также понимает, что ему не всегда следует положить на нее. Несмотря на свои опасения, Нуар решает призвать мудреца на помощь. Мудрец сообщает Нуару местонахождение ближайших радужных кузнечиков. Нуар упоминает, что головная боль терпима, и он отправляется на поиски. В конце концов, он успешно находит первого радужного кузнечика, но прежде чем он успевает отпраздновать это событие, на сцену выходит Эмма. Эмма злится из-за того, что Нуар не сообщил ей о своем решении стать искателем приключений в гильдии. Нуар объясняет, что он не хотел подвергать ее какой-либо опасности, именно поэтому он ничего ей не сказал. В ответ Эмма напоминает ему об обещании, которое они дали в детстве, что они будут вместе, пока смерть не разлучит их. Эмма предполагает, что лучший способ найти радужных кузнечиков – это призвать мудреца. Пытаясь успокоить ее, Нуар говорит Эмме, что ему больше не нужно целовать ее, чтобы облегчить головную боль, вызванную призывом мудреца. Однако, услышав это, Эмма становится опечаленной. Заметив ее реакцию, Нуар уверяет Эмму, что их давняя дружба и их детство связаны с тем, что Нуар и Эмма успешно собирают множество радужных кузнечиков. Позже появляется Лола и вручает Нуар вознаграждение в размере 250 тысяч реалов. Увидев такую значительную сумму денег, Нуар приходит в восторг, так как у него никогда раньше не было столько денег в руках. Однако ему все еще нужно заработать дополнительные 50 тысяч реалов, чтобы оплатить свое обучение. Лола благодарит Нуара за его успехи и предполагает, что он скоро повысится в звании, если продолжит хорошо учиться. Затем она поручает ему следующее задание. Однако Эмма начинает ревновать, когда замечает, что Лола намекает на Нуара и близко разговаривает с ним. Между Эммой и Лолой возникает спор, поскольку у них обеих есть чувство к Нуару. Другие искатели приключений становятся свидетелями напряженности между двумя девушками и испытывают искушение затеять драку. Однако Нуар вмешивается, говоря добрые слова каждой девочке, пытаясь их успокоить. Эмма выражает свою благодарность Нуару за его помощь в миссии, в то время как Лола заверяет его, что она приложит все усилия, чтобы стать искательницей приключений. Затем Лола подходит к Нуару и спрашивает его, не могли бы они как-нибудь поужинать вместе после работы. Эмма приходит в ярость, видя, что Лола продолжает открыто флиртовать с Нуаром у нее на глазах. Нуар и Эмма прогуливаются по лугу, и Эмма, похоже, очень расстроена. Она выражает свое беспокойство Нуару, предупреждая его, что если он поужинает с Лолой, она может заманить его в комнату и причинить ему вред. Нуар, кажется, очень заинтересован тем, что она говорит, очарован ее словами. Эмма продолжает, говоря, что если он окажется в одной комнате с Лолой, она обрушит на нее свой гнев. Эмма упоминает, что она ищет определенный вид кроликов, который наносит ущерб экосистеме. Она предполагает, что если им удастся поймать кролика, они получат 50 тысяч реалов, необходимых Нуару для оплаты его обучения. Однако их разговор прерывается, когда появляется группа гоблинов и начинает нападать на них. Внезапно появляется гигантский кролик и пронзает одного из гоблинов своим рогом. Нуар призывает Эмму отступить, но она настаивает на том, чтобы самой победить кролика, так как считает, что если она выполнит миссию, Лола перестанет флиртовать с Нуаром. Кролик бросается в атаку на Эмму, но она умело уклоняется от его атаки. Затем Эмма использует свою силу удара ветра, чтобы обрушить мощную атаку на кролика, за которой следует серия ударов. При неожиданном повороте событий кролик прыгает на Эмму, но Нуар быстро вмешивается и спасает ее, используя каменную пулю, чтобы отправить кролика далеко в полет. Нуар и Эмма находят убежище в лесу, и Нуар замечает, что Эмма чувствует себя подавленной, потому что считает себя слабой. Достаточно, чтобы победить кролика. Чтобы помочь ей, Нуар решает использовать свои аналитические
телепатические способности. С помощью этой способности он понимает, что Эмми необходимо значительное увеличение ее LP для усиления ее способностей. Однако он понимает, что для этого потребуется значительное количество очков. Чтобы сделать Эмму сильнее, Нуар предлагает обмен, требуя от нее что-то взамен. Эмма, полная решимости победить кролика, соглашается сделать все необходимое. Затем Нуар спрашивает Эмму, можно ли ему покусать ее за ухо, что заставляет ее нервничать, но она неохотно соглашается. Взяв ее за руку, чтобы успокоить, Нуар приступает к выполнению действия. Эмме это доставляет такое удовольствие, что она издает крик удовольствия. Кролик незаметно для них обнаруживает их присутствие за деревом, привлеченный криками Эммы. В этот момент Нуар наконец набирает достаточно очков, чтобы увеличить силу Эммы. Однако, прежде чем он успевает что-либо предпринять, кролик нападает на них обоих. Эмма ранена первой, за ней следует Нуар. Однако Нуару удается защитить себя, создав каменный щит. Благодаря своим новым способностям Эмма успешно побеждает гигантского кролика. Затем они передают кроличий рог Лаля в качестве доказательства своих достижений. Лола удивлена и впечатлена тем, что Эмме удалось победить кролика без чьей-либо помощи. В этот момент Эмма и Лола начинают дружить и извиняются за свое предыдущее грубое поведение по отношению друг к другу. Заметив упоминание о мясе кролика, Нуар комментирует, что это одно из самых вкусных и редких блюд, которые можно найти. Лола соглашается с этим, признавая, что когда искателям приключений удается убить такого кролика, они обычно съедают его немедленно. Нуар раскрывает свою недавно приобретенную способность – пространственный карман, который позволяет ему хранить вещи в другом измерении. Он использует эту способность, чтобы снова вызвать гигантского кролика. Потрясенные щедростью Нуара, Эмма и Лола заключают его в объятия, выражая свою благодарность. Все наслаждаются вкусным мясом кролика, которого они победили. Лола приносит оплату за миссию и поздравляет Нуара, поскольку теперь у него достаточно денег, чтобы поступить в академию и осуществить свою мечту. Нуар тронут тем, что все искатели приключений болеют за него и поздравляют с поступлением в школу героев. Он выражает им свою благодарность и признает, что это достижение было бы невозможно без его учительницы Оливии. В этот трогательный момент Оливия испытывает чувство гордости за достижение Нуара. Нуар и Эмма оплачивают свое обучение и покидают академию. Когда они идут, Эмма просит Нуара почтительно склонить голову, потому что мимо проходит Мария Финна Альберт, дочь знаменитого герцога Альберта. Заинтригованный, Нуар использует свои аналитические способности, чтобы понаблюдать за способностями Марии. К своему удивлению, он обнаруживает, что на ней лежит проклятие, которое приведет к ее смерти, когда ей исполнится 16 лет. Сегодня первый день обучения Нуар в академии. Он просыпается и обнаруживает, что его сестра проявляет к нему огромную привязанность, желая обнять его. Однако их отец прерывает этот момент и, похоже, испытывает дискомфорт, наблюдая за проявлением их привязанности. Указывая на их благородный титул, который показывает их экономическое положение в обществе. Они входят в класс, где Нуар сталкивается с презрением со стороны своих сверстников из-за своего благородного происхождения. Тем временем мальчиков в классе привлекает красота Эммы и ее более высокий экономический статус, и они знакомятся с ней. Однако атмосфера меняется, когда в класс входит Мария, дочь герцога. Нуар очарован ее присутствием, чувствуя, что она находится вне его досягаемости. Удивительно, но Мария подходит к Нуару и обращается к нему по имени и фамилии. Другие студенты поражены тем, что она знает имя баронета. Мария выражает свою признательность за знакомство с Нуаром и надеется, что у них сложатся хорошие отношения. Она также приветствует Эмму, которая удивлена, поскольку это их первое общение. Мария затем прощается с ними, заявив, что они встретятся позже. После этой встречи один из мальчиков, который ранее проявлял пренебрежение к Нуару, подходит к нему с более дружелюбным отношением. Однако Нуар отвергает его ухаживание, выражая незаинтересованность, и продолжает свой путь с Эммой. Нуар и Эмма находятся на своем первом занятии по борьбе. Учительница Элна рассказывает классу, что она была наемницей с 7 лет, прежде чем стать учительницей. Она обращается к мальчикам, заявляя, что не отпустит их, пока не насытится, и вызывающе облизывает губы. Чтобы начать курс самообороны, учитель приглашает Нуара в качестве первого участника. Она инструктирует его атаковать изо всех сил, утверждая, что он не сможет нанести ей ни царапины. Нуар берет свой деревянный меч и начинает атаку, но Элна быстро уклоняется от него быстрым движением назад. Учитель объясняет, что эта техника называется отступление, и подчеркивает, что это первая техника, которую должен освоить каждый в классе. Затем она предлагает Нуару защищаться, имитируя ее отступление. Уверенный в своих силах, Нуар считает, что на этот раз он легко сможет повторить это движение. Однако Элна удивляет его быстрой и неожиданной атакой, не оставляя ему времени на защиту. Оправившись от боли, она сообщает Нуару, что если ему удастся правильно выполнить отступление, она вознаградит его чем-то, что ему наверняка понравится. Говоря это, она слегка расстегивает блузку, привлекая внимание и вызывая зависть других студентов. Нуар, мотивированный обещанной учителем наградой, решает использовать свои способности и умения для совершения
совершенствование техники ретрита. Когда Элна проводит очередную атаку своим деревянным мечом, Нуар снова успешно выполняет навык отступления, удивляя как учителя, так и своих одноклассников. С чувством выполненного долга Нуар уверенно просит у Элны награду. Оказывается, что это вызывает зависть у каждого парня, потому что Нуар наслаждается жизнью. Тем не менее, Эмма наблюдает за всем с чувством грусти. Она думает, что у него могут развиться романтические чувства к учительнице. Мальчики подходят к Нуару и спрашивают его, как он себя чувствовал. Но учитель инструктирует учеников разбиться на пары для следующего упражнения. Однако она специально говорит Нуару и Эмме, что они не могут быть партнерами. Точно так же она говорит Марии, что она не может объединяться со своей ассистенткой. Мальчик подходит к Марии и предлагает им объединиться в пару, поскольку из них получилась бы отличная команда благодаря их высокому благородному статусу. Однако Мария утверждает, что все должны уважать простолюдинов и выражает свое предпочтение партнерству с простолюдином, а не с дворянином. Затем она подходит к Нуару и просит его стать ее партнером по тренировкам. Нуар отвечает, что для него было бы честью объединиться с ней. Когда начинается упражнение, Мария берет Нуара и удерживает его. Однако неожиданно она теряет сознание и падает на Нуара, случайно ударившись грудью о его лицо. Осознав потенциальное недоразумение, Нуар быстро разъясняет всем, что все не так, как кажется. Однако ассистентка Марии просто игнорирует его, чтобы позаботиться о ней. Нуар понимает, что ситуация, в которой оказалась Мария, вызвана проклятием, которое положит конец ее жизни, когда ей исполнится 16 лет. Он подумывает использовать свои способности редактирования, чтобы снять проклятие, но стоимость 8000 очков намного превышает его текущий баланс в 2000 очков. Полной решимости найти решение, Нуар решает обратиться к великому мудрецу за советом о том, как заработать необходимые очки. Старейшина советует Нуару выстроить всех девочек в ряд и быстро бежать, прикасаясь к их сердцам. Если он успешно выполнит это задание, то заработает 2000 очков жизни. Однако Нуар быстро осознает непрактичность этого плана, так как у него нет никакой возможности выполнить его и остаться в живых. Даже этих 2000 очков было бы недостаточно, чтобы спасти Марию. Вызвав великого мудреца и испытав сильную головную боль, Нуар просит Эмму поцеловать его, чтобы избавиться от головной боли. Однако Эмма чувствует себя неловко, делая это на глазах у всех. Ошеломленной ситуацией, Нуар импульсивно целует Эмму на глазах у своих одноклассников. Девочки в классе впечатлены этим неожиданным поступком. К сожалению, учитель приходит в ярость и наказывает Нуара, заставляя его бежать за свое поведение. Нуар и Эмма посещают Лолу, чтобы попросить ее помощи в поиске решения проблемы проклятия Марии. Однако, как только они прибывают, Лола спешит в ванную, чтобы быстро нанести макияж, так как она не ожидала увидеть Нуар. После возвращения Лолы Нуар объясняет ей о проклятии Марии, надеясь найти решение. Лола предполагает, что ее подруга Луна, возможно, обладает способностью изгонять зло из тел, но уточняет, что она не может избавиться от проклятых способностей. Мотивированный добрыми словами Марии о нем и его желанием помочь ей, Нуар решает, что он должен спасти ее. Он просит Лолу познакомить его с Луной, и Лола отправляется в храм. Она натыкается на длинную очередь больных людей, ожидающих встречи с Луной. Однако, войдя в храм, они обнаруживают, что Луна отдыхает, измученная тратой энергии на исцеление людей. Лола приносит извинения за то, что прервала отдых Луны, но объясняет, что ей нужно обсудить с ней что-то важное. Нуар навещает своего учителя в подземелье после двухнедельного отсутствия, и она по понятным причинам сердита на него. Он объясняет ей проклятие Марии, ища совета. Учитель советует Нуару, что приобретение большого количества ЛП – сложная задача, предполагая, что ему следует обратиться за помощью к Луне. Вместо этого, она рассказывает, что Луна – эльф, и подразумевает, что удовлетворение его желаний с особями разных видов может принести больше очков жизни. Нуар приходит в восторг от открывающихся возможностей и спрашивает своего учителя, как он может заработать 10 000 фунтов стерлингов. Она рассказывает, что может научить его технике под названием «удачливый извращенец», которая может принести ему значительное количество очков. Эта способность стоит 300 фунтов стерлингов, но обещает незабываемые впечатления. Принимая предложение своего учителя, Нуар приобретает способность «счастливый извращенец». Позже, направляясь к Эмме, он случайно спотыкается о кошку, в результате чего его лицо попадает ей в сердце. Эта неожиданная ситуация автоматически увеличивает его ЛП. Нуар продолжает зарабатывать много очков благодаря способности «удачливый извращенец», которая создает счастливые ситуации с соседними девушками. Сильный ветер развивает их одежду, позволяя ему мельком видеть происходящее. Хотя Нуар и наслаждается этой способностью, он решает отредактировать ее так, чтобы это не происходило постоянно или в серьезных ситуациях. Лола приходит с Луной, и они наблюдают, как Эмма ругает Нуара за то, что он смотрит на девочек. Луна делает Нуару комплимент, говоря, что он симпатичный и может быть в ее вкусе. После встречи с Луной она просит их следовать за ней, чтобы обсудить вопрос, касающийся дочери герцога. Когда они идут позади Луны, Эмма замечает, что Луна хорошенькая и у нее длинные ноги. Она сожалеет о том, что встретила ее, опасаясь, что у Нуара могут возникнуть чувства к Луне, поскольку единственное преимущество Эммы перед ней – это ее грудь. Они идут в ресторан, где Луна рассказывает, что однажды она обследовала Марию, но приняла решение не снимать проклятие. Она объясняет,
объясняет, что хотя у нее есть возможность легко это сделать, она не может снять проклятие, когда ей исполняется 16 лет. Нуар сообщает ей, что Марии осталось жить всего несколько недель, и она испытывает сильную боль и падает в обморок. Видя печаль Луны и чувствуя ответственность за затруднительное положение Марии, Нуар использует свои аналитические способности и обнаруживает причину, по которой Луна не может снять проклятие. Если она снимет чье-то проклятие, это сократит ее собственную продолжительность жизни. Луна просит, чтобы они отвезли ее в дом Марии, чтобы вылечить ее, но Нуар настаивает на том, чтобы поговорить с ней наедине. Он говорит, что знает причину, по которой Луна не может вылечить Марию, но Луна выражает свою решимость сделать это в любом случае. Она делится с Нуаром тем, что ее мать, которая также была священнослужителем, раньше лечила людей, но в конечном итоге умерла, потому что снятие проклятий сократило ее продолжительность жизни. Несмотря на то, что Луна потеряла свою мать в детстве, она гордится тем, что помогает другим. Внезапно неподалеку прогремел взрыв, заставивший их поспешить на место происшествия. Они обнаружили раненого мальчика, оказавшегося в ловушке под обломками. Луна достает два вида оружия и использует свою способность исцеляющего пистолета, чтобы исцелить его, но это быстро истощает ее энергию. Нуар держит Луну на руках, когда она начинает плакать, выражая свой страх смерти. Нуар озадачен внезапным проявлением трусости Луны, но обнаруживает, что это одна из ее слабостей, вызванная потерей энергии. Когда к Луне возвращается самообладание, она чувствует себя неловко из-за того, что продемонстрировала свою трусость перед Нуаром и остальными. Затем Луна сообщает им, что они должны отправиться к дочери герцога, чтобы исцелить ее. Однако они замечают, что ноги Луны дрожат от страха, потому что снятие проклятия Марии приведет к ее собственной смерти, как и смерть ее матери. Лола обнимает ее и извиняется за то, что не осознала ее ситуацию. Впоследствии Нуар рассказывает девочкам, что он изучал способности Луны и нашел способ спасти Марию без того, чтобы Луне пришлось жертвовать собой. Однако это решение требует значительного количества энергии, а у Нуара в настоящее время ее недостаточно. Нуар объясняет девочкам шаги, которые ему необходимо предпринять, чтобы получить необходимые 2000 энергии и улучшить финансовое положение Луны. Он объясняет, что может изменить навык Луны так, чтобы она тратила свои деньги, а не годы своей жизни. Затем Лалё приходит в голову блестящая идея заработать деньги, которая включает в себя посещение мероприятия под названием «День гордости арена», организованного дворянами. Они решили попробовать и отправились на арену. Там ведущий объясняет, что у мужчин будет возможность продемонстрировать своих подруг и побороться за приз в 1 000 000 реалов. Однако зрители, которые несут снаряды, насмехаются и выражают ненависть по отношению к участвующим мужчинам, утверждая, что им повезло и они должны умереть. Лола рассказывает, что ведущий создал это мероприятие из-за своего личного опыта быть преданным женщинами, точно так же, как и одинокие зрители. Они питают неприязнь к привлекательным мужчинам. Видя враждебную атмосферу, Нуар пугается и выражает свое желание вернуться домой. Несмотря на его страхи, мероприятие начинается и наступает очередь первого участника. Парень выходит на сцену со своими 3 подружками, и задача зрителей — критиковать девушек, если они найдут какие-либо недостатки. Наступает минута молчания, после чего зрители кричат на одну из девочек, сравнивая ее нос со свиным. Они также высмеивают кажущийся холодным поцелуй мужчины с одной из его подружек. Другой зритель безжалостно замечает, что он предпочел бы встречаться с собакой, чем с кем-то столь непривлекательным, как девушки на сцене. Девушка, которую оскорбили, начинает плакать из-за жестокости зрителей. Нуар и девочки приходят в ужас, осознавая потенциальное унижение, с которым они могут столкнуться со стороны зрителей, если девочки не будут пользоваться благосклонностью. В течение всей ночи многие группы продолжают проходить мимо, терпя жестокие оскорбления, если их женщины не считаются самыми красивыми. Однако все меняется, когда появляется группа 9 с очень привлекательной девушкой. Аудитория замолкает, не в силах оскорбить их, и вместо этого они выражают свое разочарование, заявляя, что выместят его на следующей группе. Лола упоминает, что группа 9 состоит из авантюристов из конкурирующей гильдии их академии. Это открытие заставляет Нуара чувствовать себя неуверенно, поскольку он верит, что теперь у этой команды есть преимущество, позволяющее выиграть 1 000 000 релов. Настала очередь Нуара и девочек принять участие в турнире. Эмми страшно, но Нуар нашептывает слова поддержки, чтобы придать ей уверенности в себе. Зрители приходят в восторг, особенно от чувственных черт Эммы. Затем появляется Луна, за которой следует Лола. Зрители продолжают выкрикивать в их адрес извращенные замечания. Ведущий объявляет, что Нуар и девочки набрали самый высокий балл во всей стране. Взволнованные этой новостью, Нуар и девочки начинают праздновать свою победу. Однако Лола сообщает им, что соревнование еще не закончилось. Он заявляет, что для того, чтобы выиграть деньги, они должны удовлетворить всех мужчин в зале. Нуар и девочки протестуют, заявляя, что это несправедливо, поскольку они уже зарекомендовали себя как команда-победитель. Внезапно появляется
человек в маске, держащий в руках табличку с написанными на ней дерзкими вопросами. Девочки собираются вместе и разрабатывают стратегию, как произвести впечатление на Нуара. Они начинают решать сложные задачи, которые включают в себя балование Нуара, как если бы он был ребенком. По мере того, как они выступают, и ведущие, и зрители начинают завидовать тому вниманию, которое девочки уделяют Нуару. Им удается достичь финального испытания, где они должны доказать, что они лучший гарем. Девочки дарят Нуару тройной поцелуй, и ведущего переполняют эмоции, он плачет, вспоминая свою жену, которая бросила его. В слезах он швыряет им деньги и просит их уйти. Когда Нуар и девочки выходят из Колизея, публика становится враждебной и бросает в них еду. Несмотря на хаос, они уходят, смеясь над победой, которой они достигли вместе. За пределами Колизея люди не могут поверить, что они выиграли деньги, совершив нечто невероятное, и что это было похоже на пребывание в настоящем гареме. Он также осознает, что набрал значительное количество ЛП. Тем временем состояние Марии быстро ухудшается. Доктор сообщает ей, что несмотря на то, что он делает все возможное, он не верит, что она доживет до следующего дня. Нуар и девочки вскоре прибывают в особняк Марии и сталкиваются с ее помощницей, которая плачет на улице. Они предлагают утешение и уверенность, говоря ей, что еще есть время спасти Марию, поскольку ей еще не исполнилось 16 лет. Затем ассистентка делится историей Марии, объясняя, что с самого раннего возраста она знала, что на ней лежит проклятие, которое мешало ей жить нормальной жизнью. Осознание того, что она не доживет до совершеннолетия, глубоко опечалило ее. Мария рассказывает, что проклятие возникло, когда ее дед победил колдуна, который затем наложил проклятие именно на нее. Проклятие не подействовало ни на кого из других членов семьи, оставив Марию в недоумении относительно того, почему ее выбрали. Несмотря на то, что Мария пыталась различными способами снять проклятие и спасти себя, она смирилась со своей участью, смертью. Она решила прожить оставшееся время на полную катушку и поступила в академию, чтобы исполнять свою роль истинной дочери герцога до своих последних минут. Нуар и девочки входят в палату Марии, где она выздоравливает. Луна объясняет своим родителям, что проклятие, наложенное на Марию, невероятно сильное. Несмотря на эльфийскую кровь Луны, которая обычно дарует долгую жизнь, снятие проклятия приведет к ее смерти. Луна подчеркивает, что ее целительских способностей, хотя и мощных, будет недостаточно, чтобы спасти Марию. Затем Нуар показывает, что он может использовать умение Луны, перенаправляя ущерб на ее финансы, а не на ее жизнь. Он уверяет всех, что в конечном итоге они получили больше денег, чем им было нужно, так что финансовое бремя не будет проблемой. Ассистентка Марии признается, что Мария всегда чувствовала что-то особенное в Нуаре с тех пор, как впервые увидела его при поступлении в академию. Это подтвердилось, когда она обнаружила, что именно Нуар победил мертвого жнеца во время вступительного экзамена. Услышав это, Нуар с удивлением узнает, что Мария поняла, что именно он победил монстра. В этот момент Мария просыпается и спрашивает Нуара о его присутствии. Нуар объясняет, что хотел отплатить ей за доброту, поскольку она была единственной в академии, кто хорошо к нему относился и не дискриминировал его за то, что он баронет. Наблюдая за усталостью Нуара, Мария начинает осознавать его жизненные очки и способы их увеличения. Она берет его за щеки и целует, удивляя своих родителей и девочек. Впоследствии Луна сообщает Марии, что пришло время снять проклятие. После болезненного процесса Луна успешно изгоняет зло полностью, освобождая Марию из-под власти проклятия. Мать Марии выражает свое счастье и плачет от радости. Лола и Эмма празднуют вместе, в то время как ассистентка Марии крепко обнимает ее, испытывая облегчение от того, что проклятие наконец-то снято. Мария понимает, что ее грудь больше не болит, и Нуар своим аналитическим взглядом подтверждает, что проклятие действительно полностью снято. Мария выражает свою благодарность Луне за то, что она использовала свои силы, чтобы спасти ее. Однако Луна смиренно отвечает, что она чувствует облегчение от того, что смогла снять проклятие, и считает себя единственной, кто должен быть благодарен ей. Затем Мария берет Нуара за руки и выражает свою благодарность, заявляя, что она не знает, как отблагодарить его, и что она будет вечно у него в долгу. Когда они выходят из дома, Нуар размышляет о том, какое удовлетворение он испытывает от того, что помог Марии. Однако Эмма и Лола начинают беспокоиться из-за того, что у Марии появились чувства к Нуару, что заставляет их рассматривать ее как еще одну соперницу за его привязанность. Луна затем показывает, что она тоже подпала под обаяние Нуара. Три девочки игриво обвиняют Нуара в том, что он бабник. Нуар посетил своего учителя, чтобы еще раз выразить ему свою благодарность. Он благодарит ее за то, что она наделила его способностями, которые теперь позволяют ему помогать другим. Его учительница замечает, что от него пахнет женщинами, на что Нуар отвечает, что он целовался с несколькими девушками. Оливия, его учительница, считает несправедливым, что он целовал многих девушек, но никогда не целовал ее. Она просит его поцеловать ее, но Нуар решает вместо этого поцеловать ее в лоб. Однако Оливия советует ему потренироваться
потренироваться с другими девушками, чтобы он мог удовлетворить ее в следующий раз. На следующий день выясняется, что герцог в знак благодарности за спасение своей дочери подарил каждой из них сундук, содержащий 100 миллионов релов. Нуар выражает неуверенность в том, что делать с таким количеством денег, и Эмма предлагает ему открыть магазин по продаже материалов для монстров. Однако девочки начинают спорить о том, кто будет помогать Нуару в его новом магазине. Чувствуя себя подавленным, Нуар убегает от этой ситуации. Позже Нуар обсуждает свои планы со своей семьей, объясняя, что они могут использовать полученные деньги, чтобы открыть магазин по продаже предметов и материалов. Он возьмет на себя ответственность за получение необходимых материалов, охотясь на монстров. Нуар поручает своему отцу найти подходящее место и подготовить юридические документы для магазина. Однако он выражает беспокойство по поводу того, что его отец может потратить все деньги в казино, поэтому он поручает задачу управления средствами своей матери, чтобы они не были потрачены впустую. Затем Нуар отправляется в подземелье, чтобы собрать материалы и стать сильнее. Его учитель предлагает ему вооружиться необходимыми навыками для своего путешествия. Когда он спускается на первый этаж подземелья, он натыкается на двух умерших гигантских животных, которые сражались друг с другом. Внезапно перед ним появляется черный лев с цветком на голове. Поначалу испуганный, Нуар подумывает о том, чтобы сбежать через портал. Однако лев уверяет его, что это не причинит ему вреда, и хочет попросить его об одолжении. Удивленный способностью льва говорить, Нуар готовится внимательно выслушать то, что он хочет сказать. Лев по имени Тигерсон предлагает отвезти Нуара на 6-й этаж подземелья в обмен на его помощь в поисках кого-нибудь. Заинтригованный, Нуар соглашается и забирается Тайгерсону на спину. Пока они быстро пробираются по подземелью, Тайгерсон рассказывает, что его имя было дано ему его другом. Он очень гордится этим именем, поскольку оно имеет особое значение для льва. Тигерсон объясняет, что ему нужна помощь Нуара, чтобы найти своего друга. Когда они вошли в подземелье, они достигли 5-го этажа, и в этот момент его друг попросил Тигерсона подождать, пока он поднимется на 6-й этаж. Однако прошло 350 лет, а он все еще не вернулся. Несмотря на прошедшее время, Тайгерсон остается верен своему обещанию и никогда не отправлялся на поиски своего друга. Лев упоминает, что его друг принадлежит к расе эльфов, продолжительность жизни которых обычно составляет около 500 лет. Тигерсон остается на 5-м этаже подземелья, в то время как Нуар продолжает подниматься на 6-й этаж, чтобы выполнить свою часть соглашения. Достигнув 6-го этажа, Нуар сталкивается с мрачной и жуткой обстановкой. Внезапно появляется множество зомби, которые преследуют Нуара и теряют части тела, преследуя его. Нуар испытывает мгновенное облегчение, когда находит путь к отступлению через дверь. Однако, к его удивлению, появляется еще один зомби, но на этот раз он выглядит по-другому. Нуар понимает, что зомби перед ним на самом деле эльфийский друг Тайгерсона. Полной решимости помочь, Нуар решает потратить 500 фунтов стерлингов, чтобы избавиться от зомбирования. В результате эльф превращается обратно в свою первоначальную форму человека. После трансформации Нуар сообщает эльфу, которого зовут Бачол, что ему нужно поговорить с ним. Сцена меняется, и мы видим, как Нуар рассказывает историю Тигерсона Бачелу, объясняя, как лев верно сдержал свое обещание и ждал его в течение 350 лет. Услышав это, Бачел переполняется эмоциями и начинает плакать, чувствуя огромную вину за то, что подвел своего верного друга. Бачел описывает, как он впервые встретил Тайгерсона. Однажды, когда на Бачела напали монстры, лев пришел ему на помощь. Благодарный Тайгерсону за помощь, Бачел спросил, не хочет ли лев стать его другом. Этот простой поступок доставил Тайгерсону огромную радость, так как никто никогда раньше с ним не разговаривал. Бачел тогда назвал льва Тайгерсоном, и лев очень дорожил этим именем. С этого момента они стали неразлучными друзьями, вместе отправляясь в многочисленные приключения. Бачел, чувствуя вину за то, что он сделал с Тайгерсоном, набирается смелости, чтобы снова встретиться лицом к лицу со своим другом. На обратном пути два друга обнимают друг друга, выражая свою радость по поводу воссоединения. Тиджиорсон выражает свою радость по поводу того, что у Бэчел все хорошо. Однако Бэчел раскрывает то, о чем он никогда раньше не упоминал. Его родина не принимает представителей других рас. Услышав это, Тайгерсон понимает, что им пора расстаться, так как Бэчел хочет вернуться на свою любимую родину. Бэчел чувствует себя виноватым за то, что заставил Тайгерсона потратить столько лет своей жизни впустую, ожидая его. Со слезами на глазах он извиняется перед львом. Тайгерсон заверяет Бэчел, что ему не стоит беспокоиться и что у него нет никаких обид. Затем Нуар использует портал для выхода из подземелья, позволяя друзьям побеседовать наедине об их общем опыте. Когда они расходятся, Бэчел прощается с Тайгерсоном и обещает вернуться, чтобы навестить его, когда у него будет возможность. Уходя, Бэчел вспоминает о веселых моментах, которые они пережили вместе. Тиджиорсон выражает свою благодарность Нуару, который спрашивает, что теперь будет делать Тиджиорсон. Однако Тайгерсон признает, что на данный момент он не уверен в своих дальнейших действиях, но он решает вернуться на 5-й этаж подземелья,
потому что забыл кое-что важное. Нуар, с недаемым любопытством, решает последовать за Тайгерсоном обратно в подземелье. Когда он приближается, он замечает, что лев плачет. Тигерсон признается, что он долгое время мысленно готовился к их расставанию, но боль разлуки все еще глубоко ощущается. Тронутый эмоциями Тигерсона, Нуар делится, что он слишком хорошо понимает эти чувства. Сама мысль о расставании с близкими была бы подобна потере части самого себя. В самый неподдельный момент Нуар спрашивает Тайгерсона, не хочет ли он стать его другом. Лев, переполненный эмоциями, спрашивает, серьезно ли настроен Нуар. Нуар уверяет Тигерсона, что он говорит правду, и приглашает Тигерсона жить с ним. Он в шутку убеждает Тигерсона, подчеркивая удобство сна на ковре, а не на холодном полу подземелья. Тигерсон, тронутый этим предложением, принимает предложение Нуара стать его другом и львом-хранителем. В следующей сцене мы видим, как Нуар и Тигерсон бегут по полю, а Нуар сидит верхом на спине льва. Когда они чувствуют дуновение ветра на своих лицах, Тигерсон понимает причину, по которой он так долго ждал Батчела. Судьба приготовила для него нечто большее, нового замечательного друга. Наполненный новым чувством цели, Тигерсон на полной скорости мчится к своему новому дому вместе с Нуаром. Нуар и Эмма, как обычно, посещают свои занятия в академии. Мария входит в класс и еще раз выражает свою благодарность Нуар за ее спасение. Вскоре после этого прибывает профессор Элне и объявляет, что студентам предстоит сдать свой первый экзамен, который включает в себя сбор редких материалов у монстров в течение максимум 2 недель. Студенты встревожены, потому что эти материалы, как известно, чрезвычайно трудно найти, и они недоступны на рынке. После занятий Нуар и Эмма решают обратиться за помощью к Лоле в гильдии, так как они полагают, что у нее может быть информация о том, как найти эти материалы. Однако, когда они прибывают, то обнаруживают, что Лола увлечена жарким спором с другой секретаршей по имени Сара. Спор возник из-за того, что Сара якобы украла у Лолы авантюристов. В гильдии администраторы отвечают за управление авантюристами, и когда авантюристы успешно выполняют миссии, они зарабатывают очки и получают преимущество. Лола обвиняет Сару в том, что она соблазнила подопечных авантюристов, заставив их перейти на другую сторону и выбрать Сару в качестве своей секретарши. Лола вызывает Сару на дуэль, чтобы определить, кто сможет заработать больше очков. Лола соглашается на вызов при условии, что в случае победы она украдет у Сары еще одного искателя приключений. Затем она использует возможность приблизиться к Нуару и выражает свое страстное желание заполучить его в качестве своего искателя приключений. Она верит, что с ней в качестве своего наставника он сможет подняться на более высокий уровень и добиться большего успеха. Нуар использует зрительные способности, чтобы проанализировать способности Сары, и понимает, что все они сосредоточены на соблазнении. Это открытие помогает ему понять, почему она так популярна среди мужчин в гильдии. Эмма и Луна замечают рассеянность Нуара и предполагают, что он думает о неподобающих занятиях с Сарой. Сара уходит, демонстрируя злобное поведение и не проявляя никаких угрызений совести за то, что украла всех авантюристов. Несмотря на свою рассеянность, Нуар по-прежнему зациклен на идее, что если Лола проиграет дуэль, Сара станет его секретаршей. Тем не менее, он заверяет Лолу, что поможет ей, но сначала она должна выполнить задание высокого уровня, чтобы получить необходимые материалы для их экзамена. Луна выражает свое желание присоединиться к ним в этих миссиях, поскольку она также является искательницей приключений в свободное время. Нуар, Лола и Луна успешно выполняют миссии и собирают материалы, необходимые для экзамена. Они также готовятся к самой сложной предстоящей задаче – победе над драконом. Нуар говорит, что хочет использовать деньги, предоставленные им герцогом, для покупки материалов, необходимых для битвы с драконом. Он также планирует собрать деньги, вступив в физический контакт с Эммой и Луной. Тайгерсон сопровождает его на гору, где, как известно, обитают драконы. По прибытии Нуар вызывает великого мудреца, чтобы узнать, где находится ближайший дракон. Великий мудрец сообщает ему, что дракон находится примерно в 665 метрах от него. Однако это взаимодействие вызывает у Нуара сильную головную боль, которая быстро проходит, когда Эмма целует его. Луна, чувствуя ревность, получает объяснение, что это необходимо для облегчения головной боли Нуара. Группа расставляет ловушки в ожидании прибытия дракона. Нуар входит в пещеру дракона и бросает камень, чтобы разбудить его. Дракон преследует их, швыряя камни. В конце концов, дракон попадает в одну из ловушек, расставленных группой. Работая сообща, они убивают дракона копьями. Однако у Нуара небольшая рана на голове, что заставляет Эмму беспокоиться о его благополучии и опасаться, что он может умереть. Но Луна достает свой пистолет и стреляет в него, чтобы залечить его раны. Нуар и его группа доставляют материалы, которые они собрали у дракона, в академию. Студенты поражены, узнав, что им удалось убить дракона. Позже они приносят оставшиеся части в гильдию искателей приключений, где их встречают с таким же удивлением. Драконы стали редким зрелищем в последние годы. Достижение убить дракона
плана приводит к тому, что Лола зарабатывает значительное количество очков в качестве администратора. Однако Сара, при исполненной решимости конкурировать с Лолой, настаивает на том, чтобы добавить свои собственные очки, чтобы определить, кто лидирует. К разочарованию Лолы Сара остается на первом месте. Лола обвиняет Сару в каком-то мошенничестве, но лидер авантюристов защищает Сару, заявляя, что он лично проверил результаты. Материалы, доставленные ею. Внезапно появляются авантюристы Сары, выглядящие усталыми и ведущие себя как зомби из-за переутомления. Становится ясно, что Сара манипулирует ими, предлагая вознаграждение в обмен на получение большого количества материалов. Затем Лола отводит Нуара в отдельную комнату. Вот так, она снимает свой топ и дарит ему купоны, которые позволяют ему прикасаться к ней везде, где он пожелает. Эти купоны можно использовать в любое время. Взволнованный предложением, Нуар решает воспользоваться ими немедленно. Лола осторожно укладывает Нуара и закрывает ему глаза, обеспечивая ему комфорт. Она выражает свое желание утешить своих искателей приключений, гарантируя, что у них хватит сил завершить свои миссии. Нуар в ответ заверяет Лолу, что он всегда будет рядом, чтобы поддержать ее, когда ей это понадобится. Затем Нуар решает обратиться к своей учительнице Оливии и сообщает ей о своей потребности в редких материалах, чтобы помочь Лоле выиграть соревнования с Сарой. Оливия предполагает, что он может найти на 7-м этаже подземелья. Однако столкнуться там с монстрами будет нелегко, и советует ему приобрести новые способности, которые помогут ему. Она рекомендует научиться управлять огнем, водой и молнией. Взволнованный открывающимися возможностями, Нуар решает приобрести эти способности, пожертвовав частью своей жизни. Оливия подчеркивает важность магического слияния, которое позволяет Нуару сочетать различные элементы друг с другом. Нуар решает испытать свои способности к магическому слиянию против группы зомби. После победы над ними он понимает, что его сила возросла, что делает его намного сильнее, чем раньше. Воодушевленный, он продолжает исследовать 7-й этаж подземелья и с удивлением обнаруживает лес. Нуар замечает девочку, сидящую на дереве. Наблюдая за окрестностями, он замечает стаю агрессивных волков, пожирающих свою добычу. Оценив их способности, Нуар понимает, что волки сильнее его, что побуждает его отступить, чтобы обеспечить свою безопасность. Позже девочка с дерева подходит к Нуару и выражает свою благодарность за его присутствие. Нуар поражен ее поразительным сходством с юной Эммой. Девочка настаивает на том, что она готова выполнить любую его просьбу, если он ей поможет. Девочка раскрывает себя как дриада, дух деревьев и чащи. Она объясняет, что может расширить свои корни и получить знания обо всем, что происходит в лесу. Она осознала силу Нуара, как только он появился. Девочка признается, что ее внешность была выбрана намеренно, потому что она верила, что Нуару это понравится. Однако Нуар краснеет и говорит ей, что у него нет никакого романтического интереса к молодым девушкам. Дриада по имени Дори просит Нуара помочь ей победить монстра, который высасывает ее ману, заставляя ее становиться слабее. В обмен на его помощь, она обещает раскрыть местонахождение 2 сундуков с сокровищами и помочь ему добраться до 8-го этажа. Нуар, испытывая опасения, просит больше информации о монстре, признавая свою собственную трусость. В конце концов, Нуар и Дори добираются до дерева, которое служит истинным телом девочки. Там Дори объясняет, что монстр, причиняющий ей вред, это мутировавшая золотая пчела, которая наносит ущерб ее физической форме. Когда Нуар оценивает способности пчелы, его охватывает страх, понимая, что она превосходит его собственные силы. В душераздирающий момент Нуар становится свидетелем того, как пчела высасывает ману из тела Дори, заставляя ее упасть в обморок от боли, разрываясь между желанием защитить свою собственную жизнь и видом страданий Дори. Нуар поначалу считает, что не стоит рисковать своей жизнью ради незнакомца, даже если ее физическая форма рассыпается. Однако, внезапно изменив свое мнение, он заявляет, что не бросит Дори, особенно когда она находится в такой агонии. И все же Нуар чувствует себя беспомощным и разочарованным, кусая губу в момент. Нуара ищет свою учительницу Оливию и делится с ней всем, что у него есть. Это произошло с Дори. Оливия игриво дразнит его, намекая на то, что он влюблен в эту молодую девушку. Несмотря на подразнивание, Оливия советует Нуару держаться подальше от этой ситуации, поскольку он не в состоянии противостоять пчеле-монстру. Однако Нуар настаивает, и Оливия соглашается предоставить ему альтернативный подход для достижения победы. Нуар возвращается на 7-й этаж, а Дори использует свою силу, чтобы найти гнездо золотой пчелы. Нуар планирует привлечь волков к гнезду, надеясь, что они помогут в битве. План, похоже, работает идеально. Волки преследуют Нуара по направлению к дереву. Однако, добравшись до дерева, они обнаруживают, что пчела снова высасывает ману из Дори, оставляя ее без сознания. Переполненный гневом, Нуар атакует пчелу своим мечом, но его удары оказываются неэффективными. Затем он пытается использовать молнию, но пчела уклоняется от всех его попыток. Нуар разрабатывает новый план, изменяя предыдущую цель. Он решает перенаправить агрессию волков на золотую пчелу.
К сожалению, пчеле удается без особых усилий победить волков и убить их. Вспоминая предложение Оливии, Нуар сочетает свои водные способности с молниеносной силой, надеясь создать более сильную атаку. В конце концов, ему удается убить пчелу с помощью этой комбинации элементов. После этого Нуар несет Дори на руках, и она выражает свою благодарность за его действия. Однако Нуар смиренно приписывает их победу командной работе, а не его индивидуальным усилиям. Затем Дори ведет его к сундукам с сокровищами. К их удивлению, когда они открывают сундуки, то обнаруживают, что их содержимое состоит из двух поврежденных предметов. Используя свои аналитические способности, Нуар понимает, что эти, казалось бы, поврежденные предметы на самом деле могут наделять девочек из его группы мощными способностями. Нуар прощается с Дори, обещая принести ей что-нибудь вкусненькое, когда вернется. Он дарит Лалю один из редких предметов, который он достал из сундуков с сокровищами. В этот вечер гильдия проводит соревнования, чтобы определить победителя в зависимости от того, кто соберет больше всего монет. Конкуренция жесткая, но Лола выходит победительницей с небольшим отрывом. Однако Сара, не желая признавать свое поражение, обвиняет Лолу в мошенничестве. Лола спокойно отвечает, что без каких-либо доказательств ее нельзя обвинить в подобном. Сара теряет дар речи, понимая, что ответ Лолы отражает те же самые слова, которые она использовала в прошлом. Заметив печаль Лолы, Нуар попытался утешить ее, но прежде чем он смог это сделать, Сара протянула ему листок бумаги. Нуар открыл его и обнаружил, что там указан домашний адрес Сары. Это разжигает ревность в Лалю, заставляя ее преследовать Сару, чтобы избить ее. Нуар решает отдать Эмме другой предмет, который он получил из подземелья, который усиливает ее способности к ветру. Эмма выражает свою благодарность за подарок, но Нуар замечает, что она кажется глубоко опечалена. Эмма приглашает Нуара на вечеринку. Однако Нуар не решается пойти на нее. В ответ Эмма обвиняет его в том, что он дурак, предполагая, что ему наплевать на ее потерю. После ее замечания Эмма убегает. Позже Нуар приходит к нему домой только для того, чтобы застать свою семью в слезах. Они объясняют, что не смогли найти место для аренды своего магазина. Эта ситуация является результатом их низкого социального статуса, поскольку они принадлежат к одному из самых низких слоев общества. Именно по этой причине Нуар не решался принять приглашение Эммы на вечеринку. Он не уверен в том, как другие воспримут его из-за его простого статуса барона. Нуар решил посетить вечеринку и приложил усилия, чтобы купить костюм. Когда он общался с гостями, родители Эммы подошли к нему и выразили свой восторг от встречи с ним. Затем отец Эммы затронул тему танцев, спросив, знает ли Нуар об этом. Нуар отвечает, что Эмма что-то упоминала об этом. Как раз в тот момент, когда завязывается разговор, появляется Эмма, и Нуар поражен ее красотой и краснеет. Однако атмосфера прерывается появлением графа, который обращается к гостям, чтобы сделать важное заявление. Он получил письмо от печально известного вора, известного как Фантом. Это вселяет страх во всех присутствующих на вечеринке. Граф заверяет их, что целью вора является его драгоценная слеза русалки. Он упоминает, что это не будет проблемой, потому что сокровище будет хорошо охраняться искателями приключений из сильнейшей гильдии. Нуар застигнут врасплох, когда он встречает девушку из гильдии, которая намного сильнее его, несмотря на то, что они одного возраста. Позже, когда начинается танец, Нуар начинает нервничать и понимает, что понятия не имеет, как танцевать. В этот момент мальчик по имени Майк подходит к Эмме и приглашает ее потанцевать, но она отклоняет его приглашение. Затем Майк обращает свое внимание на Нуара и, узнав, что Нуар баронет, приглашает его на танец. Правила таковы: у обоих будет возможность потанцевать с Эммой, и если Майк выиграет, он заслужит свидание с ней. Зрители определят победителя по аплодисментам, указав, кто лучший танцор. Понимая, что Майк искусный танцор, Нуар решает использовать его пластинку, чтобы улучшить свои собственные танцевальные навыки. Когда настает его очередь танцевать с Эммой, гости и родители Эммы впечатлены способностями Нуара и той химией, которая существует между ними. Они получили бурные аплодисменты и были признаны лучшей парой вечера. Нуар и Эмма уже готовы обменяться поцелуем, когда внезапно гаснет свет. Появляется таинственный призрак, который выдает себя за женщину в маске. Она раскрывает свой план не только украсть слезу русалки, но и похитить дочь герцога Эмму. Фантом произносит заклинание, от которого Эмма падает в обморок и продолжает пинать Нуара. Один из сообщников Фантома крадет драгоценный камень и убегает, перепрыгивая через крыши близлежащих домов. Среди всей этой суматохи авантюристка по имени Лейла советует Нуару не пытаться преследовать Фантома, так как это опасно для начинающего авантюриста. Однако Нуар настаивает на том, чтобы отправиться за вором, чтобы вернуть Эмму. Лейла неохотно соглашается позволить ему присоединиться к их группе, но предупреждает его, чтобы он не вставал у них на пути. Группе удается догнать Фантома и вступить с ним в битву. Фантом вызывает птицу, которая окружает Лейлу огнем, но Нуар использует свою молниеносную силу, которая, как он обнаружил своим аналитическим глазом, является ее слабостью. Он убивает Фантома электрическим током, в то время как Лейлу уничтожает жар-птицу. Нуар бросается к Эмме, которая все еще находится без сознания после заклинания. Нуар хвалит Лейлу за ее впечатляющие навыки в боевых искусствах, на что она отвечает
сообщает, что ее родители – высококвалифицированные искатели приключений. Она приехала в город учиться и решила вступить в гильдию Му. Нуар представился и упомянул, что он принадлежит к конкурирующей гильдии под названием Один. Несмотря на соперничество между гильдиями, они решили стать друзьями. В этот момент появляется лидер гильдии Му, но Нуар начинает подозревать его поведение. Лидер нападает на Нуара и использует свою способность к гравитации, чтобы парализовать его вместе с Лейлой. Затем Нуар понимает, что мужчина использует маскировку и бросает в него камень, в результате чего у него отваливается серьга. В результате мужчина возвращается к своей первоначальной форме, выдавая себя за партнера Фантома. Затем мужчина раскрывает свои намерения, заявляя, что намерен сделать Эмму своей женой. Разъяренный Нуар заявляет, что он не бросит Эмму, поскольку она для него очень важна. Эмма приходит в сознание и использует свою силу ветра, чтобы напасть на него. Нуар наносит мощный удар, сбивая мужчину с ног. Позже родители Эммы и граф выражают свою благодарность Нуару за его храбрость. Они благодарят его и сообщают, что он получит награду за свои действия, в данном случае за помощь в поиске места для своего магазина. Не только это, но и арендная плата за это место значительно снижена, что обходится им лишь в малую часть от обычной стоимости. Мать и сестра Нуара обсуждают, как позаботиться об украшении магазина, в то время как его отец возьмет на себя всю уборку. Эмма обнимает Нуара, выражая свое желание помочь с магазином, но Элис начинает ревновать, увидев их близость. На следующий день в школе профессор Элна представляет Лейлу как новую ученицу, недавно приехавшую из-за границы. Нуар удивлен, увидев ее. Поскольку она уже знакома с Эммой и Нуаром, профессор просит Лейлу сесть рядом с ними. Это вызывает зависть у одноклассников Нуара, которые завидуют его близким отношениям как с Эммой, так и с новенькой девочкой. Позже студенты Академии готовятся к особому дню на свежем воздухе на горячих источниках. Когда они отправляются на экскурсию, профессор Элна упоминает, что это место известно своей умиротворенностью. Однако она также предупреждает учеников сохранять бдительность, так как они могут столкнуться с монстрами по пути. Некоторым мальчикам в классе не терпится увидеть Эмму, купающуюся на открытом воздухе. В ответ на это Эмма вместе с другими девочками просит Нуара позаботиться о том, чтобы мальчики не подглядывали во время поездки к горячим источникам. Когда группа прогуливается, внезапно появляется фея, привлекая внимание девочек, которые находят это очаровательным. Однако Нуар, используя свой аналитический глаз, замечает, что фея обладает способностью управлять монстрами и может обманывать людей. Фея убеждает студентов войти в пещеру, утверждая, что это кратчайший путь к горячим источникам. Но Нуар обнажает свой меч, обеспокоенный потенциальной опасностью. Фея говорит ему убрать меч, выражая свой страх перед насилием. Игнорируя ее мольбу, Нуар замечает многочисленные дыры в стенах пещеры и обвиняет фею в том, что она планирует использовать монстров для нападения на них. По мере того, как Нуар раскрывает истинный план феи, ее поведение меняется, раскрывая ее истинную природу. Из дыр в стенах появляется армия вооруженных монстров, управляемых феей. Однако ученики быстро побеждают их, движимые сильным желанием добраться до горячих источников. После этой встречи профессор предупреждает студентов быть осторожными, так как там могут быть монстры, которые пытаются замаскироваться под дружелюбных. Несмотря на опасность, мальчики радуются тому факту, что они приближаются к своей цели. Группа прибывает в отель, где владелец сообщает им, что женские и мужские бани разделены. Однако мальчики решают объединиться, чтобы шпионить за купающимися девочками. Они надевают капюшоны, чтобы их не обнаружили, но Нуар отказывается участвовать в их плане, так как девочки доверили ему их защиту. Мальчики обвиняют Нуара в предательстве и начинают преследовать его по направлению к горячим источникам, где купаются девочки. Однако профессор вмешивается и создает стену из земли, в результате чего мальчики врезаются в нее. Лидер студентов противостоит профессору, утверждая, что ничто не встанет у него на пути. Нуар задерживает лидера, который затем раскрывает, что потратил все свои сбережения на увеличение мышечной массы. Когда он претерпевает трансформацию, он комментирует свои радикальные меры только для того, чтобы посмотреть, как купаются его одноклассники. Нуар пытается урезонить его, объясняя, что в этом нет необходимости, но лидер нападает на него. Нуару удается победить лидера, повалив его на землю. Однако другой одноклассник пытается быстро проникнуть в туалет для девочек. Нуар устремляется за ним, полной решимости предотвратить дальнейшее вторжение. Мальчик слишком быстр и умудряется войти в бассейн вместе с Нуаром. С закрытыми глазами Нуар приказывает девочкам выйти из воды, предполагая, что они раздеты. Однако, когда он открывает глаза, он понимает, что все девочки одеты. Профессор Элна приказала им не раздеваться, так как это был тест на то, будет ли Нуар сопротивляться присоединению к мальчикам. Ошеломленный и измученный тем, что использовал свою энергию, чтобы остановить их, Нуар падает в обморок в воде. Когда Нуар просыпается, он обнаруживает, что находится в горячем источнике со своими одноклассниками. Профессор подходит к нему и говорит, чтобы он держал полотенце вокруг талии и закрывал глаза. Она уверяет его, что ему больше ни о чем не нужно беспокоиться, так как она заперла всех мальчиков. В качестве награды за то, что он не позволил мальчикам шпионить,
она позволяет Нуару купаться вместе с девочками. Окруженный девочками, прикасающимися к его телу, Нуар понимает, что он набрал более 10 тысяч фунтов стерлингов. После возвращения девочки помогают Нуару на открытии их нового магазина. Они обсуждают название магазина и в конечном итоге выбирают Stardia Adatis, название, предложенное Тайгерсоном. Они считают, что магазину больше подходит носить фамилию семьи. Приезжают родители и сестра Нуара, которые раздают брошюры для продвижения магазина. Они упоминают, что Тайгерсон также занимается его продвижением. Все в восторге от того, что многие покупатели заходят в магазин и проявляют интерес к продаваемым товарам. Нуар находит минутку, чтобы поразмыслить о своих достижениях и признает, что все, чего он достиг, произошло благодаря его учительнице Оливии. Он решает навестить ее, преисполненной решимости освободить ее и снять с нее цепи. Оливия, однако, говорит ему, чтобы он не беспокоился о ее спасении. Нуар настаивает и призывает великого мудреца дать ему ответ о том, как снять цепи с Оливии, не причинив ей вреда или смерти. Великий мудрец сообщает Нуару, что он найдет ключ к разгадке на 15-м этаже подземелья. Нуар направляется в подземелье. Однако на 14-м этаже его ждет сложное испытание с двумя путями. Один путь предназначен для двух человек, в то время как другой для одного человека. Нуар решает выбрать путь, предназначенный для одного человека. Испытание включает в себя переход по узкой тропинке, и падение может привести к тому, что он будет пронзен острыми шипами. Ему также не разрешается использовать свои способности для выполнения задания. Понимая, что он не сможет пройти испытание, Нуар решает обратиться за советом к Эмме. Они встречаются в парке, и Нуар рассказывает все о подземелье и о том, как он получил свои силы. Он также делится причиной, по которой он полон решимости освободить Оливию от ее цепей. Эмма заверяет его, что она поддержит его, и что он может положиться на нее во всем, что ему понадобится. Нуар решает взять Эмму с собой на путь, который требует участия двух человек. Он верит, что этот путь будет легче по сравнению с узкой тропинкой. Когда они входят в комнату, им противостоит группа гоблинов с ножами. Гоблины требуют, чтобы Нуар и Эмма сдали свое оружие и обеспечили их едой. Используя силу своего пространственного кармана, Нуар вызывает печенье. Гоблины не знакомы с этим видом пищи, но попробовав печенье, они просят еще. Однако на этот раз Нуар использует свою силу, чтобы отравить печенье, и побеждает их. В конце концов они достигают 15-го этажа подземелья. Войдя в комнату, они обнаруживают Оливию прикованной цепью. Это удивляет Нуара, поскольку он задается вопросом, как ей удалось добраться до этого этажа. Эмма, используя силу ветра, разрывает цепи. Однако, когда Эмма приближается к Оливии, она обнаруживает, что человек перед ними копия, притворяющаяся ею. Копия уклоняется от каменной пули Нуара ударом ноги и наносит ответный удар огненным драконом, заставляя Эмму упасть на землю. Несмотря на их попытки атаковать, копии удается сбежать через портал. Нуар и Эмма возвращаются к настоящей учительнице Оливии, которая начинает слегка ревновать, увидев Эмму. Нуар знакомит их и объясняет, что существует копия Оливии. Эмма спрашивает Оливию о ее слабом месте, поскольку это было бы полезно знать во время боя. Оливия шутливо отвечает, что она не будет делиться этой информацией, поскольку сердце Эммы больше, чем у нее. Однако она быстро признается, что пошутила, и заверяет их, что им не нужно рисковать своей жизнью ради нее. Нуар спрашивает Оливию, почему она была так добра к нему, в то время как он ничего не смог сделать, чтобы спасти ее. Вернувшись в город, Эмма предлагает Нуару обратиться за помощью к историку, который является другом ее отца. Они надеются обнаружить слабое место Оливии, чтобы уничтожить копию. Нуар сталкивается с Лолой и Луной, которые замечают его усталость. Они предлагают ему массаж, который увеличивает его выносливость. На следующий день в библиотеке Нуар обнаруживает, что один из способов уничтожить копии – это использовать навык жертвоприношения. Покидая библиотеку, он решает использовать 10 тысяч очков жизни, чтобы получить этот новый навык. Нуар идет по улице и неожиданно натыкается на копию Оливии. Копия раскрывает ее намерение убить его, даже если для этого придется отправиться в реальный мир. Она признается, что не только обладает способностями Оливии, но и причиняет страдания настоящей Оливии. Разгневанный этим откровением, Нуар решает использовать свою силу жертвоприношения, обменивая другие способности в обмен на увеличение силы. Он швыряет молнию в копию, но она без особых усилий уклоняется от нее и в ответ наносит ему удар мечом поперек груди. Медленно приближаясь к Нуару, готовая нанести последний удар, Оливия чувствует его страдания и отчаянно умоляет его не умирать там. В этот момент Оливия вспоминает воспоминания 200-летней давности о мальчике, который так же, как и Нуар, настойчиво искал ее, чтобы она стала его учителем. Несмотря на неоднократные отказы в его просьбах, Оливия начала проникаться симпатией к его непоколебимой преданности делу. Однако, когда она узнала, что мальчик скончался, случилась трагедия.
Оливия бросилась посмотреть на его безжизненное тело, и ее охватила печаль, когда она обнаружила, что он пожертвовал собой, чтобы спасти свою сестру, следуя ее указаниям. Опустошенная Оливия плакала на его могиле, понимая, что если бы она научила его, он, возможно, был бы все еще жив. После 200-летнего заточения в подземельях жизнь Оливии круто изменилась, когда появился Нуар. Испытывая чувство вины, Оливия наделила Нуара силой во время их первой встречи, надеясь предотвратить подобную трагедию. С этого момента она стала его учителем. Возвращаясь в настоящее, Нуар оказывается на грани смерти от руки копии. Однако как раз в тот момент, когда копия собирается нанести удар, Эмма вмешивается, нанося удар ногой. Лола и Луна, наблюдая за раненым Нуаром, приходят в ярость. Луна использует исцеляющий укол, чтобы стабилизировать Нуара, и появляется Лейла, заявляя, что она не позволит Нуару справиться с этим в одиночку. Она видит в нем и соперника, и друга. Нуар предупреждает их о силе копии. Несмотря на предупреждения, девочки полны решимости помочь Нуару, как он помогал каждой из них в прошлом. Девочки начинают свои атаки на копию. Однако становится очевидным, что копия невероятно могущественна. Нуар понимает, что он еще не оправился от предыдущей атаки, поскольку копия применила против него особенно мощную способность. Копия приближается к Эмме, которая все еще лежит на земле. Однако Лола начинает бросать в копию бочонки, но она без особых усилий возвращает один из них. Луна быстро вмешивается, чтобы исцелить и Лолу, и Эмму. Нуар использует свой навык редактирования, чтобы свести на нет силу меча копии, позволяя Лейле сломать его. Однако копия наносит ответный удар огненным драконом, сбивая Нуара с ног. В отчаянии Нуар просит Луну исцелить Лейлу, но она падает в обморок, так как копия наложила заклинание, отключающее их всех. Все девочки попадают под одно и то же заклятие, лишающее их возможности продолжать борьбу. Копия обрушивает еще одну волну огня на Нуара, который понимает, что она изменила его способности, чтобы замедлить его. Почувствовав давление, Нуар пытается нанести ответный удар каменной пулей, но она возвращает его, поражая его в грудь. Нуар понимает, что его способности ухудшаются из-за действий копии. Копия призывает его сдаться. Однако, воодушевленный решимостью освободить своего учителя, Нуар набирается храбрости и снова активирует свою силу жертвоприношения. Он начинает мощную атаку на копию, заставляя ее впервые почувствовать опасность. Однако, к своему удивлению, он понимает, что его удар не оказывает на нее никакого эффекта, так как ее кожа невероятно жесткая. Копия обрушивает безжалостный шквал атак, неоднократно нанося удары Нуару и отправляя его в полет по воздуху. Копия вызывает в воображение огромного огненного дракона, удивляя Нуар своей, казалось бы, бесконечной энергией. Она кричит о гибели Нуара и направляет свою силу на него. В этот критический момент в сознании Нуара всплывают лица всех девушек, которые полагались на его защиту. Собрав все свое мужество, Нуар поднимается на ноги и, взмахнув мечом, разрубает дракона надвое. Когда пламя охватывает его клинок, он вонзает его в голову копии. Затем выясняется, что истинная форма копии – это магическая цепь, которая заключила Оливию в тюрьму. Проклиная Нуара в последний раз, копия уничтожается. Ошеломленный усталостью, Нуар падает на колени, израсходовав в битве почти весь свой ЛП. Однако девочки обнимают его, чтобы пополнить его очки. Разорвав смертные цепи, сковывавшие учительницу Оливию, Нуар бросается к ней. Оливия, теперь освобожденная из своего долгого заточения, выходит из подземелья и оказывается в поле, наблюдая восход солнца впервые за 200 лет. Переполненная радостью, она говорит Нуару, что наконец-то свободна. Услышав эти слова, глаза Нуара наполняются слезами счастья, и он бежит к Оливии, чтобы крепко обнять ее, плача как ребенок. Нуар спрашивает Оливию, почему она никогда не рассказывала о своих страданиях за все эти годы. Он спрашивает, почему она держала в секрете мучения, причиняемые смертными цепями. Оливия отвечает, что она не хотела, чтобы Нуар чувствовал себя обремененным или испытывал давление. Выражая свою благодарность, Оливия благодарит Нуара, признавая, что без него она осталась бы взаперти навечно. Нуар, глубоко тронутый, говорит ей, что встреча с ней полностью изменила его жизнь. Несколько дней спустя они оказываются перед дверями подземелья, и Нуар делится своим желанием покорить 15-й этаж и стать сильнее. Оливия в ответ предполагает, что если Нуару удастся преодолеть 100-й этаж, он может стать таким же сильным, как она. Оливия будет терпеливо ждать снаружи, пока Нуар откроет массивные двери подземелья, готовый отправиться в новое приключение.